Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 4 марта 2019 года. Самым популярным, часто задаваемым вопросом на нашем сайте оказался вопрос, посвященный конфликту Индии и Пакистана. Много тут связанных и проголосовавших. Зачитаю в редакции от Сергея. Понятно, что кто-то очень не хочет уходить из Афганистана. Понятно, что Пакистан вообще сложно контролируется из центра. Понятно, что Третья мировая нужна понятно кому. Можно ли утверждать с той же степенью уверенности, что ГП будет использовать этот конфликт для того, чтобы его разрулил Китай, а не Россия? И насколько уверенно можно говорить о том, что опять этот кто-то поторопился, и Китай пока что не способен без России участвовать в подобных проектах? Да нет, здесь немножко все не так. Прежде всего, кто-то уже давно бы хотел уйти из Афганистана, но здесь ситуация такая, как там, Иван, я медведя поймал, так тащи его сюда, медведь не пускает. Так и Афганистан, в него легко войти, из него трудно выйти. Вот, именно с позиции подавления Афганистана. Вот мы пришли и строили в Афганистане. Неправильная идеологическая постановка, которую проводило позднесоветское руководство, привела к конфликту, вооруженному конфликту на территории Афганистана и потерям. Но надо сказать, что с военной задачей, тем не менее, наши вооруженные силы справились полностью, а идеологическое содержание русской культуры позволяло нивелировать марксистское содержание политработы всех вот этих вот парторганов, которые, в принципе-то, и привели к тому, что война разразилась по полной программе там. А вот глобальщики, они очень многое решают через войну. И, соответственно, этому, когда они туда вошли, вот, подавляя население, то первый период у них как бы было все более-менее стабильно там. Но потом к их присутствию привыкли, осмотрелись, поняли, как их бить, и их начали бить. И вот 1 марта пришло сообщение о том, что на одну американскую базу напали боевики Талибана. И при этом нападении погибло, не ранено, а погибло 25 американских солдат. Вот. И казалось бы, вот, нападение, там мы расписали, как оно произошло, но что же происходит? Буквально через 2 суток выясняется, там уже больше 40 часов прошло, что бой еще идет. Бой за эту базу еще идет. Вот то, что практически за 2 суток американское командование не смогло справиться с нападением боевиков на базу, показывает, как качество американских солдат, так и качество управления американскими солдатами. То есть уже за это время можно было и окружить, и разбить, но тогда нужно было бы солдатам высаживаться и воевать, а они это не умеют. Как-то они пришли на войну, чтобы деньги получать, убивать, а погибать никто не собирается за эти деньги. А командование не смогло справиться другими способами. То есть в Афганистане все далеко не так просто, и оттуда бы уже сбежали. Но сбежать из Афганистана означает отдать Афганистан в сферу русского мира. То есть Афганистан тогда качнется по полной программе к России, потому что у них уже есть опыт присутствия России, уже нет той идеологической составляющей, которая
вызвала войну местного населения, пусть и поддержанного с Запада, но все равно воевало местное население, и боевики пусть там были, но все равно местное население участвовало в этих бандформированиях душманов, которые воевали. Идеологической составляющей в лице КПСС, марксизма нет, соответственно, есть все возможности строить нормальные гармоничные отношения между народами России и народами Афганистана. Есть нормальная возможность построить нормальные межгосударственные отношения. А вот это глобальному предиктору никак не надо. И поэтому кровью умываются и держат, чтобы, не дай бог, Афганистан не качнулся в сторону России. Поэтому это немножко вообще в другой стороне. Что же касается конфликта Индии и Пакистана за Кашмир и участия Китая в этом конфликте, то здесь тоже далеко не все так, как выглядит на первый взгляд. И вообще, надо сказать, вот все, что о всех событиях, которые происходят в мире, нужно понимать простую вещь. Все не так, как кажется, как это представляется СМИ, и это интерпретируется различными политологами, политолухами и аналитиками, геополитиками. Все совершенно не так. А как на самом деле? Итак, что мы имеем по Кашмиру? По Кашмиру есть интерес 3 государств. Это Индия и Пакистан, соответственно, и Китай. И казалось бы, да, действительно, Китаю самое место выступить каким-то разводящим между Индией и Пакистаном и получить какой-то свой интерес. Но как Китай может выступать? Если Пакистан часть территории Кашмира передал Китаю, как там передал, это вопрос, но передал, то Индия-то эту передачу не признала. Это уже конфликт. Каким посредником здесь может быть Китай? Китай не может быть здесь посредником. Китай здесь один из участников конфликта. Но смотрим на конфликт. Вроде бы, вот знаете, и конфликт-то такой достаточно серьезный, а какой-то вот он странный. Что мы по факту имеем? И Пакистан заявляет о сбитии 2 самолетов, Индия признает 1. Вертолет не признается. И по факту, если вот очистить все, вот, что произошло, то по факту признается, значит, сбитие 1 индийского самолета и сбитие 1 пакистанского самолета. Но что интересно, если из индийских ВВС был сбит 1 МиГ-21, вообще древний самолет, то в пакистанские ВВС потеряли вполне современный по текущим нормам F-16 американский. Но, естественно, Пакистан выкатил претензию Соединенным Штатам. Ну, а те, естественно, сказали, вы летать не умеете, потому вы эксплуатировать его не умеете, поэтому к нам какие претензии? А машина-то хорошая. И вот здесь вопрос. Понимаете, МиГ-21. Что, Индия не могла послать более современных самолетов? Может. И более того, в этом бою, где был сбит F-16, были МиГ-21, французские «Миражи», наши Су-30МК. Все нормально, можно. Но нужно было послать именно МиГ-21. Почему? Ну, потому что на уровне тех противников, с которыми он встречается, он наиболее уязвимая фигура. И он был сбит. А зачем вообще Индии это все надо? Но вот здесь мы подходим к очень интересной такой ситуации. А по поводу чего вообще конфликт разразился? И какая перспектива этого конфликта? По поводу того, что 14 февраля был произведен теракт в Индии, погибло 45 человек. Соответственно, этому через 10 дней Индия нанесла удар по базам террористов на территории Пакистана, и все закрутилось.
Все бы хорошо, и можно говорить о том, что территория Кашмира не полностью контролируется Пакистаном и все прочее, если бы не одно «но». Само явление международного терроризма. Как такового международного терроризма не существует вовсе. Весь международный терроризм является проявлением деятельности спецслужб конкретных стран, не более и не менее. А международный терроризм, против кого все воюют, дипломаты там говорят, это вопрос о том, допустимо ли использование диверсионно-террористических действий в дипломатических отношениях между двумя странами. Ни для кого нет секрета, что все террористы – это плод деятельности спецслужб определенных стран. И если Россия никогда не использовала международный терроризм в своих целях, то как используют западные страны международных террористов, об этом уже просто тонны всякой информации везде. И ИГИЛ, самая известная на сегодня террористическая группировка, это иррегулярная армия США. То есть вот до какой степени Соединенные Штаты подняли использование международного терроризма в проведении своей политики. И вот здесь мы подходим к сути понимания конфликта между Индией и Пакистаном. Самый серьезный конфликт между Индией и Пакистаном был в начале 2000-х годов. Тот самый конфликт, который разрулил Путин и который показал, как находить взаимоотношения между странами, как улаживать все эти конфликты. И что происходит? Дело в том, что Пакистан со времени своего образования использовался как инструментарий проведения политики посредством международного терроризма. И особенно это сложилось, когда западные страны организовывали войну против Народной Республики Афганистан и советского контингента в Афганистане. Базы подготовки были сосредоточены в Пакистане. Пакистан исторически сложилось таким образом, что присутствие иностранных спецслужб на территории Пакистана в лице их террористических организаций глубоко инкорпорировано в государственное управление и идеологию Пакистана. Пакистан как государство это изживает, потому что это чуждое инородное тело. Вспомните знаменитый Усама бен Ладен. Где проживал, когда его убили-то? И что, с Пакистаном, с государственными органами какое-то согласование американцы проводили, прежде чем уничтожить Усаму бен Ладена? Вопрос не в том, что это спектакль и какой это спектакль. Вопрос в том, что с государственными структурами, собственно, с государственным управлением это никак не согласовывалось. Это не означает, что это не было согласовано с отдельными представителями государственной власти Пакистана, которые являются вставленными в эту структуру и которые в меру своей служебной деятельности являются представителями той или иной диверсионно-террористической организации, той или иной спецслужбы, которая является внешней по отношению к Пакистану. Деятельность вот этих всех диверсионно-террористических групп на территории Пакистана прежде всего вредит самому Пакистану. Но у Пакистана, как у государства, нет сил справиться с этими террористическими организациями, которые действуют с территории Пакистана. В результате действий этих террористических группировок часть территории Пакистана вообще не подконтрольна государству. Получается. Но государство Пакистан хочет навести порядок на территории собственной страны.
И вот здесь интересы Индии и Пакистана смыкаются. Вот то, что произошло на этой неделе, оно отличается от всех предыдущих событий только большей шумихой, направленной для решения внешнеполитической задачи, о которой мы скажем. А по сути, она ничем не отличается от того, что было на протяжении всех 2000-х годов. Когда какая-нибудь террористическая группировка с территории Пакистана наносит удар по Индии, Индия отвечает ударом по террористической группировке, Пакистан возмущается насчет нарушения территориальной целостности Пакистана, поговорили туда-сюда, и конфликт затих и рассосался. Это уже было не в первый раз. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем ровно то же самое. Потому что, почему Пакистан так себя ведет? Да потому что он руками Индии, уничтожая террористические группировки на территории Пакистана, укрепляет свое государство и государственность. Ему это выгодно, но по этике отношений в мире он должен заявлять делать эти заявления. И он делает эти заявления. Пакистан должен был показать, что он не является террористом, что он не собирается воевать с Индией и Пакистаном. Вот вам, пожалуйста, сбитый летчик, которого спасли от самосуда, и которого Пакистан в качестве доброй воли возвращает Индии, без каких-либо предварительных условий. Это, понимаете, это игра на два паса идет. Индия уничтожает на территории Пакистана врагов Пакистана. И нужно, чтобы вот это вот дело между собой как-то утрясли в рамках принятых сейчас отношений между двумя государствами. Ну кто позволит, какое государство должно согласиться, что кто-то хозяйничает на этой территории? Другое дело, что опять же это соглашение, неформальное соглашение между двумя странами. Это по факту можно выявить на протяжении вот всех 2000-х годов. Но почему же шумиха-то сейчас-то поднята такая больше, чем это происходило обычно? Вопрос в посреднике, который должен урегулировать этот конфликт. Безусловно, что и Индия, и Пакистан готовы к тому, чтобы посредником выступила Россия. Они убедились в эффективности посреднических действий России, что Россия помогает найти взаимоприемлемый диалог, взаимоприемлемое решение. Вот. Уж как там они, даже за один стол-то не садились, Путин из одного здания в другое ездил, и то разрулил конфликт. А потом и за один стол стали садиться. Так кто посредником-то должен быть? Почему вот эта вся шумиха? А к кому обратился Пакистан, чтобы быть посредником-то? Пакистан обратился к Ирану. Опа-на. Ну что такое Иран в мировых процессах? Ну Иран, вот, понятное дело, Китай, все, здесь все согласны. Он и экономический субъект, и уже военно-политический серьезный. Он, например, те же ВВС Пакистана летают не только на американских самолетах, но и на китайских. Вот. А Иран-то как? Ведь Иран еще вообще, третьеразрядная страна. Она на что-то претендует, а претензии свои подтвердить-то она не может. Вот эта страна. А вопрос заключается в следующем. Что Иран должен состояться в качестве центра концентрации управления и в исламском мире собой заместить Саудовскую Аравию, которую сейчас сливают. И Иран пора выводить на первые роли в мире. Вот вам и вся шумиха. Иран нужно представить в качестве посредника. Иран нужно делать в качестве субъекта глобальной политики. Вот куда его выводят. И потом надо решать проблему между Израилем и Ираном.
В Израиле, повторю, есть серьезная прослойка в управлении, которая заинтересована в том, чтобы развязать войну с Ираном и чтобы Израиль в этой войне исчез. Иран уничтожит при любых вариантах Израиль. При любых. Вопрос только в издержках, в мере допустимого ущерба. Поэтому глобальным кукловодам важно было, чтобы Израиль для Ирана уничтожила Россия. Для этого враги еврейского народа в Израиле, в руководстве Израиля, сбили сирийской ракетой наш самолет, потому что им нужно было спровоцировать конфликт между Россией и Израилем. Конфликт, в котором Израиль бы перестал существовать. Напомню, что 10 лет назад Киссинджер говорил, что все, 70 лет – это срок, который существует Израиль, и в 2019 году его уже не будет. Это планы мировой глобальной элиты, глобального предиктора. А нам не нужно уничтожение какого-то народа, не нужно уничтожение какого-то государства. Нужно естественное развитие. И, соответственно, этому провокация не удалась. И поэтому в Варшаве, когда встречались, о чем говорил Нетаньяху? Мы тут решали, как бы всем миром навалиться на Иран. О чем Нетаньяху говорил, когда приезжал вот сейчас на этой неделе к Путину? Центральной темой у нас был Иран. Иран делают центром концентрации управления. С ним не считаться никто не может. Но Иран не сможет состояться центром концентрации управления, пока он будет рассматривать Израиль как в качестве объекта, который необходимо уничтожить. То есть идеологически нужно пересмотреть все, что было во времена, когда президентом был Ахмадинежад. Вот. Тогда же проводились все эти конференции, где доказывалось, что Израиль зло, которое нужно уничтожить. Вот эту идеологическую основу надо переработать. И плохо ли, хорошо ли, но эта жизнь заставляет делать Иран и корректировать. Но, повторю, в Израиле есть очень серьезная прослойка в управлении, которые хотят, чтобы в результате войны Израиль и народ Израиля был уничтожен полностью. Ну, мы про Вышеградскую четверку разговаривали. Сценарий-то готов. То есть определенные управленческие структуры снимаются из Израиля и уходят на территорию Вышеградской четверки, которая, в принципе, в перспективе должно состояться в качестве Австро-Венгерской империи на новых территориях и занимать территорию от Балтийского до Черного моря. Поэтому в этом регионе не надо допустить войны. Это политика России. Иран преодолеть мощь субъектности России в глобальной политике в настоящее время никак не может. И его надо усиливать. Чтобы Иран мог на равных, не только он и с поддержкой Турции не может на равных работать, но надо усилить его внутренний потенциал, и поэтому вот этому конфликту между Индией и Пакистаном придали такое звучание, чтобы на этом звучании втянуть в качестве субъекта глобальной политики Иран. Это решается. Вот. Ну а что касается Индии и Пакистана, они ни та, ни другая страна не заинтересованы в большой войне, они заинтересованы в ликвидации терроризма, а уж как там будет решен вопрос Кашмира, у них сейчас пока не стоит. Им нужно очистить территорию Пакистана от враждебных и Индии, и Пакистану террористических группировок, которые являются сутью подразделениями иностранных спецслужб. Не российских. Иран и Пакистан знают, какие союзнички им создали вот такие проблемы. Союзники Индии и Пакистана имеется в виду.